Всем привет. В общем, в последнее время получил много вопросов, как правильно сделать экспорт из Houdini в Maya, поэтому решил записать такое короткое видео и показать, как это можно сделать. Вот у меня есть вот такая сцена, где есть персонаж с мехом, да, у которого есть UV, да, по которой потом можно в материале настроить уже там добавить текстуры, чтобы все это корректно работало. Значит, обычно я делаю экспорт в Maya с помощью Ornatrix. Я покажу этот метод и еще один другой метод, более простой, наверное, но мне все-таки больше нравится использовать Ornatrix, потому что я могу еще как-то поиграть с толщиной. И плюс я вижу Groom, то есть как это все работает. В общем, сейчас все увидим. Значит, чтобы подготовить Groom в Maya, нужно, во-первых, избавиться от лишних атрибутов. Сейчас у вас видно, что очень много атрибутов, которые, по сути, не нужно с собой забирать, так как это все влияет на общий вес файла. Поэтому мы оставим только нужные. Это будет у нас width, поинтовый атрибут толщины всех волос. И, скорее всего, оставлю еще UV. Больше нам ничего не пригодится. То есть можно даже сделать тест, потом сравнить, насколько будет разница в объеме файла. Давайте сначала... Есть важный момент, что Maya и Houdini работают как бы в разных системах измерения, то есть в Maya нужно модель и Groom сделать в 100 раз больше, потому что если мы сейчас такой вариант экспортнем в Maya, то у нас будет очень маленькая модель, очень маленький Groom, и с этим тяжело работать. Поэтому я всегда добавляю ноду Transform и увеличиваю в 100 раз мех. Мех, волосы, то есть сейчас видно, да, что он очень большой, но при этом у нас толщина волос тоже стала как бы... Точнее, она не поменялась, и поэтому она в 100 раз как бы меньше теперь выглядит. Поэтому нам нужно это вернуть, и я добавляю это в ноде Attribute Wrangle. То есть я просто умножаю атрибут толщины, floatовый атрибут width на 100. Все, мы вернули толщину меха. Дальше мы удаляем... пока я не буду, пока я покажу, насколько разница, да, без удаления атрибутов и с удалением. Потому что она бывает, достигает там в несколько раз. Так, давайте тест, экспорт назовем папку. Groom, Furge 1. Сейчас мы оставляем все эти атрибуты. Посмотрим, сколько будет весить у нас файл. То есть 578 мегабайт. Если мы удалим и оставим только... Так, у нас width и UV. У нас уже весит 203 мегабайт, то есть было 578, да, почти в 3 раза легче стал файл. Теперь давайте посмотрим, что можно сделать с этим в Maya. Так, давайте загрузим через Ornatrix Alembic Groom и посмотрим, как можно с этим работать. Так, выбираем вот здесь Ornatrix Alembic. Это если у вас установлен Ornatrix плагин в Maya, тогда он появится. Если нет, то тогда нужно его установить, хотя бы демо-версию, и работать с этим. Это тоже будет рабочий вариант. То есть не нужно покупать лицензию, можно работать именно в демо-версии. Так, я сейчас загрузил, но у меня не отображается, потому что у меня вот здесь стоит галочка Render Mode Evaluation. Вот, теперь все работает. Вот, но загрузилась наш мех в нужном скейле, да, то есть видно, что большой. Если бы мы сделали скейл в 100 раз, он был бы очень маленький, теперь все корректно. Дальше давайте назначим на него материал.
Я покажу, как V-Ray выглядит. Так, давайте выберем здесь V-Ray. Так, и давайте добавим чекер сразу, чтобы проверить, работает ли у нас UV. Просто перетаскиваем чекер в Diffuse Color. И значение ставим 100%. То есть теперь можно работать с этим мехом. Можем ставить, допустим, поменьше, да, какое-то значение волос в viewport, чтобы было проще с этим работать, чтобы не тормозил viewport. Вот, и на рендере желательно, точнее не желательно, а нужно обязательно ставить вот эту галочку. Если мы сейчас отрендерим, то мы видим, что у нас волос будет очень мало, и... не поставил свет. То мы видим, да, что у нас волос практически нету сейчас в сцене. Для этого нам нужно включить галочку здесь Render Mode Evaluation. Вот, и теперь видим, да, что мех 100% отображается, и плюс у нас работает корректно UV, потому что мы оставили и не удалили при экспорте. То есть вот все работает. Также, если мы хотим, к примеру, поменять толщину волос, или какие-то манипуляции с мехом сделать, мы можем также использовать уже любые ноды, точнее модификаторы, да. Также можем поменять толщину, используя Change Width. Чтобы увидеть, как это работает, нужно выключить здесь опять галочку и добавить, давайте побольше волос поставим. И вот видно, что теперь это работает. Только есть один нюанс, что если мы добавляем Change Width, то все, что мы делали с толщиной в Houdini, это все перезапишется на вот заново. К сожалению, придется либо в Houdini все правильно, корректно делать, либо вот здесь перезаписываем, но если у нас какие-то есть маски, то нужно добавить их сюда, например, какие-то градиенты, да, вот около, если там у нас около рта, допустим, тоненькие волосы, да, и хотим их сохранить, то нужно добавить маску вот здесь. У меня маски нету, поэтому я не смогу это сделать сейчас. Вот. Если вы хотите использовать стандартный вариант, да, то можете не добавлять. И тогда все снова вернется, как было в Houdini. Также можно добавить другие ноты, да, это все будет тоже работать. Очень удобно. Также есть второй вариант, как можно использовать, как можно заимпортить Groom из Houdini в Maya. Для этого можно использовать стандартный GPU кэш. Также добавляем в виде алембика. Он появится у нас вот здесь в виде такой зеленой молнии. Не знаю, это проблема 22 версии, либо еще что-то. У меня ничего не отображается в viewport, но Groom все равно есть в сцене. Давайте посмотрим. Говорим материал. И посмотрим на рендере. То есть вот мы видим, что все работает. То есть я повернул сейчас модель, точнее не модель, а Groom, да, в сцене, и все, у нас тоже повернулось. Все работает корректно, но здесь нет возможности работать с толщиной или там с какими-то параметрами. Поэтому такой вариант, наверное, рабочий, если вы хотите сделать рендер уже прям готовых волос, и вы знаете 100%, что вот вы будете это рендерить. Если вы можете использовать такой вариант, он работает достаточно быстро, мне кажется, даже быстрее, чем если рендерить через Arnatrix, то
Можете так. Можете попробовать вариант еще через Alembic Cache, но как бы он работает очень тяжело, то есть даже если это не мех, а просто волосы, да, где очень мало кривых, то это тоже очень-очень тяжелая такая штука, и, скорее всего, просто у вас зависнет все, поэтому не рекомендую. То есть пробуйте какой-нибудь из этих вариантов. Ну, возможно, есть еще какие-то варианты, пишите в комментариях.